Друзья, всем привет! С вами Таня. Сегодня приготовим потрясающе вкусный и очень простой в приготовлении шоколадный пирог. Он настолько вкусный и мягкий, что просто тает во рту. Готовится без яиц, без молока и без сливочного масла. Также очень удобно, что его можно готовить без миксера, просто замешать ложкой или венчиком. Готовится из самых простых и бюджетных ингредиентов и является постным. Он настолько сочный, что даже не требует пропитки. В миску просеиваем 1,5 стакана муки, стакан объемом 250 мл. Просеиваем муку в миску для того, чтобы очистить муку от лишнего мусора и обогатить ее кислородом. Вначале мы смешиваем все сухие ингредиенты. Далее добавляем 1 стакан сахара. При желании количество сахара можете уменьшить по своему вкусу. Также я добавила 1/3 чайной ложки соли и добавляю 3 столовые ложки какао. И теперь все сухие ингредиенты хорошо перемешиваем до однородности. Итак, сухие ингредиенты мы подготовили. И теперь будем добавлять жидкие. К сухим ингредиентам добавляем 1 стакан воды, то есть 250 мл. Далее добавляю 5 столовых ложек растительного масла без запаха. Далее все тщательно перемешиваем до однородности. Как я уже говорила, в данном рецепте не нужно использовать миксер, достаточно просто смешать все ингредиенты ложкой, лопаткой или венчиком, кому как удобнее, что есть под рукой. В результате вот такой консистенции теста у нас получается примерно как сметана. Если получилось более жидкое, добавьте немного больше муки, потому что мука бывает разная. Далее нам понадобится 1 чайная ложка соды без горки. Я ее отправила в столовую ложку, и также к соде я добавила 1 чайную ложку уксуса, перемешала для того, чтобы сода с уксусом погасились, и отправляем в тесто. То есть всего 1 чайная ложка соды, 1 чайная ложка уксуса. Далее все хорошенько перемешиваем до однородности. При желании уксус и соду можете заменить на разрыхлитель. Тогда вам понадобится пол-пакетика разрыхлителя. Как правило, пакетик рассчитан на количество муки полкилограмма. Мы использовали половину. В результате вот такое тесто у нас получилось. Далее я буду использовать небольшую форму для выпечки. У меня диаметром 18 на 18 сантиметров. Пирог получается небольшой. Также можно использовать круглую форму для выпечки, также диаметром 18 сантиметров. Форму я застелила пергаментом. Далее смазываю растительным маслом дно и бока. Если вы будете использовать силиконовую форму, то пергамент можно не использовать. Достаточно просто смазать ее растительным маслом. Далее выливаю тесто в форму и распределяю ровным слоем. Отправляю пирог выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Время выпекания зависит от вашей духовки, примерно 40 минут до сухой палочки. Тем временем я приготовлю шоколадную глазурь. Для этого в миску я отправляю 50 граммов сливочного масла, которое я растоплю в микроволновке до жидкого состояния. Далее я добавляю 3 столовые ложки воды. Воду можно заменить на молоко, если у вас есть. Далее добавляю 3 столовые ложки сахара. И также добавляю 1 столовую ложку какао с горкой. И теперь все хорошенько перемешиваем, чтобы комочки какао растворились и получилась однородная жидкая масса. Далее я отправляю жидкую массу в микроволновую печь на 3 минуты на максимальную мощность. Если нет микроволновки, то можете замешать все ингредиенты в кастрюльке и прокипятить на плите. Кипятим 3 минуты. В результате вот такая глазурь получилась жидкая, но после остывания она станет более густая. Тем временем пирог у меня также приготовился. Вынимаем его из формы и даем полностью остыть. Вот такой красивый и аппетитный пирог у нас получился.
он поднялся примерно в 2 раза. Вот такая глазурь получается после остывания, достаточно густая. И теперь сверху покрываем остывший пирог шоколадной глазурью и равномерно распределяем. Глазурь очень густая и очень-очень медленно стекает с торта. Сверху я украсила кокосовой стружкой. Можно вместо кокосовой стружки, например, использовать грецкие орехи рубленые или все, что вам нравится. И в результате вот такой красивый аппетитный тортик у нас получился. Как видите, готовится очень легко, буквально из самых простых и дешевых ингредиентов. Пирог получается очень бюджетный, постный. Мы не использовали ни масло, ни молоко, ни яйца. Поэтому готовьте с удовольствием. Я думаю, что все ингредиенты для этого пирога найдутся у каждой хозяйки в доме. Как видите, нож идет очень-очень мягко по пирогу, и это несмотря на то, что нож у меня очень тупой. Давайте же посмотрим, какой он получился в разрезе. Как видите, он хорошо поднялся. Вот такой он пористый, пышный, воздушный. Он идеально полностью пропекся. При этом у пирог внутри получается довольно-таки сочный, то есть он не требует пропитки. Вот такой он мягкий и аппетитный. Так что, друзья, если вы любите шоколадные пироги, шоколадные торты, то попробуйте приготовить этот бюджетный простой рецепт. Сможет его приготовить каждая хозяйка, даже если вы никогда не готовили выпечку. Попробуйте, вам точно понравится результат. Так что, дорогие друзья, я надеюсь, что этот рецепт будет вам полезен. Спасибо, что вы были со мной. Всем приятного аппетита!